Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о странных моментах и жутких совпадениях, связанных с батискафом «Титан». 18 июня 2023 года стало известно о том, что батискаф «Титан», погрузившийся под воду в Атлантическом океане, перестал выходить на связь. В нем находились 3 туристов и 2 члена экипажа. Запасов кислорода на борту подводного судна должно было хватить на 96 часов. Однако по прошествии этого времени «Титан» так и не нашли. Обнаружили аппарат лишь после того, как запасы кислорода иссякли. С первого взгляда инцидент с батискафом кажется трагической случайностью. По факту же в этом деле имеется множество странных совпадений. Кроме того, в одной из серий «Симпсонов» присутствовал явный намек на это событие. Батискаф «Титан» пропал 18 июня 2023 года во время погружения к затонувшему кораблю «Титаник». Судно прибыло в назначенное место рано утром вместе с сопровождающим его кораблем Polar Prince и начало опускаться на дно около 4 часов утра по местному времени. Связь с «Титаном» была потеряна примерно через 1 час 45 минут. Согласно расчетам, за это время батискаф еще не должен был достичь дна. Обычно для полного погружения требуется около 3 часов, так как корабль находится на глубине 3800 метров, а скорость снижения судна не должна превышать 30 метров в минуту. На борту «Титана» находились 5 человек, включая 3 туристов, которые заплатили по $250 тысяч за экспедицию к затонувшему кораблю. Среди них были британско-пакистанский бизнесмен, глава корпорации Давуд Херкулес и попечитель института Сети Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и британский бизнесмен, авиатор и космический турист Хамиш Хардинг. Таким образом, на борту затонувшего батискафа находились очень влиятельные и обеспеченные люди. То же самое можно сказать и о членах экипажа. Управлял судном генеральный директор и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, а его напарником был директор по подводным исследованиям Поль-Анри Наржоле. С учетом биографии пассажиров батискафа логично предположить, что с финансированием поисков пропавших никаких проблем быть не должно. Тем не менее, спасательная операция не дала каких-либо результатов. Все это говорит лишь о том, что искать кого-то изначально не собирались. Что интересно, к поискам пропавшего батискафа хотела подключиться британская компания Magellan Limited. Летом 2022 года она провела обширные подводные исследования для создания самого подробного 3D-сканирования места крушения «Титаника». Компания собиралась доставить к месту поиска исследовательский подводный аппарат, однако не получила на это разрешения. Если допустить, что пропавший батискаф с миллиардерами на борту вовремя не нашли специально, на это должны быть весомые причины. В качестве версий возможны следующие варианты. Прежде всего, не исключено, что кто-то очень влиятельный хотел избавиться от одного из пассажиров пропавшего судна. Мотивов на подобные действия с учетом состояния пропавших могло быть предостаточно. Одной из версий можно назвать устрашение богатеев и их хозяевами из преисподней. О том, как это происходит, подробно рассказывается в фильме «Ампир В». В нем общество вампиров периодически проводит определенные ритуалы для того, чтобы халдеи, то есть представители высшей власти, являющиеся посредниками между людьми и демоническим миром, находились в постоянном подчинении и не думали о том, чтобы проявлять своеволие. Еще одним возможным вариантом случившегося с батискафом является инсценировка. В этом случае подстроить все могли сами миллиардеры. Не исключено, что таким образом они получили свободу от системы, начав новую жизнь где-то в другом месте под другими именами. С учетом заявления о том, что тела их вряд ли когда-нибудь будут найдены, эта версия вполне имеет место быть. Что касается странных совпадений, сопровождающих исчезновение батискафа, начинаются они с названия судна. Американская компания OceanGate присвоила ему имя «Титан», видимо, потому что основным его предназначением было погружение к обломкам затонувшего «Титаника». Однако это название может также давать отсылку к пророческому роману «Тщетность», написанному Морганом Робертсоном в 1898 году. Очевидно, что в те времена книга была своеобразным сценарием катастрофы. Сейчас же о своих планах иллюминаты заявляют через фильмы и клипы известных исполнителей. В книге «Тщетность» рассказывалось о корабле «Титан», считавшемся непотопляемым и затонувшем в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом.
Практически точно совпали размеры и скорость кораблей, время случившегося и характер повреждений, полученных в результате столкновения с айсбергом. Кроме того, свой вымышленный лайнер автор населил богатыми пассажирами, а необходимого количества спасательных шлюпок, как и на «Титанике», на нем не было. И именно это в итоге привело к самым печальным последствиям. По некоторым данным, батискаф «Титан» также не был оснащен необходимыми средствами безопасности. Компания OceanGate использовала экспериментальное оборудование, в качестве балласта служили кирпичи и трубы, а управлялось судно джойстиком от игровой приставки. Таким образом, подводный аппарат повторил судьбу лайнера, в честь которого он был назван. Впрочем, с «Титаником» затонувший батискаф связывает не только это. Жена владельца судна оказалась дальним потомком пары, погибшей на лайнере. Ее прапрадед и прапрабабушка купили одни из самых дорогих билетов. А когда была объявлена эвакуация, они отдали свои места в спасательных шлюпках женщинам и детям из более дешевых кают. Еще одним интересным совпадением стало предсказание случившегося с батискафом в одной из серий «Симпсонов». Речь идет о 10-й серии 17-го сезона мультфильма под названием «Настоящий отец Гомера». Вышла она еще в 2006 году. Согласно мультфильму, Симпсоны получили затерявшееся на почте письмо. И из него они узнали, что у матери Гомера был любовник, а потому его настоящим отцом может быть другой человек. Гомер разыскал мужчину и выяснил, что тот был богатым бизнесменом. Далее предполагаемый биологический отец вместе с Гомером погружаются на батискафах к обломкам некоего затонувшего корабля. На кадрах погружения видно, что лайнер расколот на две части, точно так же, как и «Титаник». Что интересно, одними из пассажиров «Титана» также были отец и сын. В мультфильме батискаф Гомера застревает между кораллами, после чего в нем заканчивается кислород. Все это иллюстрирует реальный сценарий случившегося с батискафом «Титан». Практически сразу же после того, как на батискафе должен был закончиться кислород, поступило заявление о том, что его обломки обнаружены. Они находились всего в 500 метрах от носовой части «Титаника». Для того, чтобы установить истинные причины случившегося, аппарат нужно поднять на поверхность. Однако, судя по всему, заниматься этим никто не станет. Сейчас люди, участвовавшие в поисках, говорят о том, что батискаф потерял герметичность вскоре после того, как с ним пропала связь. В результате из-за большого давления его корпус разорвало за доли секунд. Действительно ли все было именно так, вряд ли кому-то удастся проверить. При этом уже сейчас понятно, что многие сведения о «Титане» скрываются по неизвестным причинам. Так, в Пентагоне о судьбе миллионеров знали еще в воскресенье. Именно тогда система раннего обнаружения подводных лодок сообщила о взрыве недалеко от «Титаника». При этом сигнал уловили буквально сразу же после потери связи с батискафом. Обо всем этом почему-то сообщили лишь после того, как пропала надежда найти пассажиров аппарата живыми. Таким образом, инцидент с батискафом в Атлантическом океане сопровождается множеством странных моментов и жутких совпадений. При их анализе становится понятно, что к такому исходу привела непростая случайность. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.